Всем привет! У нас сегодня вот такая мерзкая, отвратительная погода. Серая, дождливая, слезливая. В общем-то, под стать ролику, который я записала сегодня, и теме, хочу рассказать, какая история приключилась с нами на днях. Совсем не веселая, поэтому как раз погода под стать этой истории. Всем привет, мои дорогие подписчики! Это канал Дубль 2. Меня зовут по-прежнему Галина. Сегодня я хочу рассказать вам историю, связанную нашим обращением к адвокату. Произошла она пару дней назад, но, в общем-то, она еще не закончена. Вот. В общем, чтобы понять, нужно начать с самого начала. Я уже рассказывала на своем канале о том, что вышел новый закон в Сербии, вступил в силу 8 декабря, о том, что можно легализовать свою недвижимость в упрощенном порядке. Подробности там не прописаны, не совсем понятно, всей ли недвижимости это касается и так далее. То есть есть масса нюансов. В Сербии настолько сложно все с оформлением недвижимости, что здесь нюансов просто множество. Даже специалист, который занимается недвижимостью, очень часто сталкивается с тем, что могут всплыть какие-то подводные камни даже через какое-то время, через год, через два, когда человек приобрел. То здесь в плане недвижимости приобретения все очень непросто. Значит, как я уже рассказывала, наша квартира в новостройке. Приобрели мы ее 2 года назад. Вот, и нам было сказано, что да, оформление в собственность занимает очень много времени в Сербии. Это всегда долго, это может растянуться на несколько лет. Но где-то, может быть, через год, через два, как вы заедете, вполне возможно, нам сказал так застройщик, что все уже будет решено. Вот. И нас это устраивало. Ближайшие 2-3 года мы точно не собираемся никуда, мы будем жить в Сербии. Вот, то есть продавать мы не собирались свою квартиру и пока не собираемся. Вот, и поэтому, в принципе, нас это устраивало, но, значит, теперь какая получается ситуация, что, как я уже сказала, мы приобрели квартиру в новостройке, с землей здесь полный порядок, то есть наш застройщик получил разрешение, имеет собственность на землю, на котором стоит дом. Он получил официальное разрешение на застройку этого дома, это тоже огромный плюс. Он получил все официальное подключение к дому, то есть свет, электричество, все официально, все сделано. Вот. Но дом до сих пор является неукниженным, то есть что это значит? Записи в кадастре об этом доме еще пока не существует. Соответственно, поквартирного разделения в кадастре тоже, естественно, не существует. То есть существует в кадастре запись о земле, о том, что она принадлежит застройщику. И значит, здесь нужно понимать, что существует два права. Одно право, которое приобретаем мы как покупатели квартиры. То есть по факту дом есть, квартира есть. Но в кадастре записи о доме не существует, и о квартирах тем более. К сожалению, так работает укниживание в Сербии, особенно это касается новых построек, новостроек и так далее. То есть если это вторичка, то там все проще. Вы просто платите 2 или 2,5%, я точно не помню, за переход права собственности от одного собственника к другому после приобретения этой квартиры. И там все проще. Но в данном случае в новостройке может затянуться все это годами. И вот, в принципе, только сейчас выяснились такие моменты, как о том, что наш дом, по закону, наш дом должен быть укнижен нашим застройщиком до 1931 года. В 2023 году дом был сдан, и до 1931 года, и в 24-м, наверное, считается официально, потому что сначала было на стадии строительства мы его приобрели, наверное, 24-й все-таки правильно год. И до 1931 года дано нашему застройщику время, чтобы он мог укнижить этот дом, то есть внести запись в кадастр о том, что дом существует, о том, что здесь есть квартиры и такие-то собственники. То есть делается разделение и запись в кадастр. Значит, что такое с 24 по 31 год? Это 7 лет. То есть не так, как нам говорили там пару лет.
Конечно, все было преподнесено в более красивом свете, когда мы приобретали эту квартиру, но по факту это все не так выглядит. Это все тянется годами. Иногда выясняются какие-то подводные камни, когда люди вообще не могут укнижить свои дома. То есть это не представляется возможным по той или иной причине. Ну, например, не было получено вообще разрешение на строительство этого дома. То есть такие дома тоже существуют, когда люди могут приобрести квартиру в доме, а этот дом даже был построен без разрешения на строительство. Существуют и частные дома, таким образом построенные. У нас вот соседи под боком частный дом, который именно так построился. Вот, но это уже не наша тема, как бы я хочу рассказать про себя. Нам в наш общедомовой чат было скинуто застройщикам сообщение о том, что вступил в силу такой-то закон, и вы можете сами самостоятельно обратиться в кадастр и подать заявление. То есть, ну, вкратце описана ситуация, что выведено государством 2 месяца на это отведено, и что в течение 2 месяцев вы можете подать заявление самостоятельно о том, чтобы вы получили право собственности. То есть об укниживании, получении права собственности, и тогда вы можете спокойно продавать эту квартиру и так далее. Значит, ну, я обратила внимание, что в чате были ответы такие, что сербы местные, которые нашими соседями являются, они как-то все это восприняли не очень. Они сказали, что мы не торопимся, мы не собираемся продавать свое жилье, как бы нас пока что все устраивает, мы надеемся, что вы сможете со временем завершить это оформление в кадастре самостоятельно. То есть дали понять, что они не стремятся к этому, вряд ли они будут этим заниматься. Но у нас немножко другая ситуация. Мы все-таки иностранцы. Люди, живущие в Черногории, тоже не знали, что с ними будет в 2025 году, когда примут закон новый о том, что многим оттуда пришлось выехать. Вот. Поэтому в связи с этим, конечно же, в наших интересах, чтобы быстрее произошло кадастровое оформление, то есть наш дом был внесен в кадастр официально. Значит, на основании нашего договора покупки от застройщика квартиры мы и по закону имеем право собственности на это жилье. То есть существует 2 вида права собственности. Это собственность на жилье, которое приобретается при заключении договора. То есть застройщик продает, мы приобретаем. Таким образом мы получаем право собственности на жилье. И есть право собственности, которое фиксируется в кадастре. То есть в Сербии 2 этих права собственности – это не одно и то же. Да, так существует закон Сербии по недвижимости. В России это не представлялось бы возможным, потому что без внесения, как там, ЕГРН называется номер, невозможно продать квартиру. Вот, то есть это будет сразу нарушение закона. Вот, значит, здесь это работает не так. Это возможно, потому что существует очень-очень долгая проволочка и оформление документов в течение нескольких лет по получению в кадастр внесения данных. То есть по второму получению вот этому права собственности через кадастр уже. Вот, то есть таким образом. То есть на данный момент у нас есть права о том, что мы приобрели эту квартиру. Продать мы ее можем, но обязательно нужно будет указывать, что она, значит, не внесена в кадастр. Ну и, соответственно, мы не сможем продать людям, которые захотят взять ипотеку, к примеру, на нашу квартиру. Если бы мы ее продавали, мы пока не планируем продавать. То есть не поймите меня правильно, мы пока не планируем. Но все может измениться через несколько лет. Вот. И, значит, еще какое ограничение, то, что мы не можем продать иностранцам, то есть нашу квартиру не может купить русский, пока она не укнижена, не внесена в кадастр. Конечно же, мы хотели, чтобы у нас было полное право собственности и с внесением в кадастр. И так как нам застройщик прислал как бы такую весть о том, что мы можем это сделать самостоятельно, мы стали узнавать, обратились в кадастр. Сначала мы обратились в кадастр города Ниш центральный, который находится там в центре. Но нам сразу сказали, что нет, это не сюда, так как вы иностранцы, это нужно к адвокату, и вообще у вас есть по вашему месту жительства, нахождения квартиры, есть свое отделение кадастровое, куда вы можете обратиться. Мы обратились для начала не к адвокату, а именно в кадастровое отделение по нашему району. Мы пришли, и к нашему удивлению работники, там шалтер, то есть это, ну, это окошечки, куда можно обратиться, где находятся работники от кадастра,
Значит, при обращении они вообще делали круглые глаза, говорили о том, что какой закон. То есть как будто бы что-то где-то когда-то они услышали о том, что был введен закон, но как это работает и что нужно сейчас сделать, когда к нему уже обратились непосредственно, вообще непонятно. То есть нам не дали вообще никакой информации по тому, что мы должны сделать. Можем ли мы сделать, не можем. Никто не смог нам ответить на этот вопрос. Но нам, как нам показалось, помогли хотя бы тем, что нас перенаправили. Но теперь я понимаю, что это была большая ошибка. Не нужно было перенаправляться. То есть по факту нас просто направили к какому-то своему знакомому адвокату. Нам дали такую ручечку, на которой было имя, фамилия адвоката рекламная. Вот, телефон, номер телефона. Тут же набрали со своего телефона этого адвоката, созвонились с ней самостоятельно, сказали, что идите, идите, она вас ждет. Мы даже не поняли, что это за адвокат, ну как бы раз сотрудники кадастра, то есть те, которые на государственной службе находятся, нас отправляют к человеку, который как бы занимается этим. То есть мы подумали, что это тоже какой-то государственный орган, куда вот нас сейчас ждут, что мы по этому вопросу вот придем. Нам эта девушка позвонила, адвокат, и сказала, что да, я вас жду, подходите, пожалуйста, хотя это уже было ближе к вечеру, но она нас ждала. Вот нужно было бы уже тогда задуматься, что ну, просто так никто так не будет работать, специально там оставаться где-то, задерживаться, ждать вас. Государственная служба, конечно, так работать не будет. Ну, до нас тогда не дошло, нас вот направили, мы пошли, скажем.